Привет, друзья! Это майор в отставке. Для тех, кто забыл или для тех, кто случайно напоролся на это видео, напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, а ныне опасный по версии российских властей преступник и, разумеется, враг государства. Здесь, на этом канале, я, как обычно, делюсь важной и полезной, на мой взгляд, информацией, даю полезные советы тем, кого преследуют российские власти, высказываю свое мнение по важным событиям. Сегодня я, как и обещал, расскажу о том, что такое внутрикамерная разработка или сокращенно ВКР со стороны российских силовиков. Наверняка вы о таком термине где-то слышали. Где и для чего ее используют и кто и как ей занимается, расскажу, как силовики злоупотребляют ей, срубая палки на политических уголовных делах. Дам несколько советов, как не стать жертвой такой разработки, если вас, не дай бог, отправили за решетку. А вас я, как обычно, попрошу досмотреть это видео до конца, поставить лайк, поделиться им и подписаться на этот канал, если вы все еще не сделали этого. И да, кстати, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там информация обновляется каждый день, и ссылка на него есть в описании. Итак, поехали. Начать я хочу с того, что напомню вам о двух политзаключенных, которые как раз и стали жертвами внутрикамерной разработки. Первого зовут Алексей Горинов, он стал первым приговоренным к реальному сроку по статье о так называемых фейках об армии. Изначально Горинову вменяли только одну статью, это те самые фейки об армии, но затем, за время его нахождения в колонии, к списку незаконных политически мотивированных обвинений добавилась еще как минимум одна статья. Это якобы оправдание терроризма. Как сообщил сам Горинов, в постановлении о возбуждении дела без всяких оснований указывается, что он якобы является сторонником националистической идеологии, негативно относится к жителям Крыма, Донецкой и Луганской областей, поддерживает насильственное возвращение Крыма в состав Украины, поддерживает идеи захвата власти путем государственного переворота и, самое важное здесь, формирует у осужденных идеологию терроризма. В конце прошлого года в отношении другого политзаключенного, Азата Мифтахова, который должен был освободиться после отбывания наказания по первому своему политическому уголовному делу, также возбудили новое уголовное дело и все так же об оправдании терроризма. Стало известно, что поводом для возбуждения нового уголовного дела стало то, что Мифтахов, согласно проведенной по делу лингвистической экспертизе, выражал одобрение поступку Жлобицкого, то есть парня, который взорвал себя в здании ФСБ Архангельска. И выражал он такую поддержку якобы в разговоре с двумя свидетелями из числа заключенных. Из этой и другой информации я могу сделать вполне однозначный вывод о том, что новые, сшитые против Горинова, Мифтахова и других политзаключенных уголовных дела являются результатом в том числе и внутрикамерной разработки в отношении них. Итак, что же такое внутрикамерная разработка или сокращенно ВКР? ВКР – это оперативное мероприятие, агентурная разработка, которая проводится в отношении задержанного, арестованного или осужденного лица по инициативе оперативных сотрудников МВД или же ФСБ. Разницы в данном случае нет никакой, и те, и другие проводят это мероприятие примерно одинаково. Не путать, кстати, с пытками со стороны сотрудников колонии и прочих силовиков. Здесь речь сейчас не об этом. Регулируется ВКР специальными ведомственными приказами, которые носят гриф «секретно» или «совсекретно». В реальности же, на примере двух указанных мной только что политических заключенных, я вполне уверенно могу сказать, что это мероприятие силовики сейчас используют для фабрикации новых уголовных дел в отношении неугодных режиму лиц. И одновременно, конечно же, для срубания так называемых палок. Позже я объясню, почему это так и как это происходит. ВКР проводится в спецприемнике для административно задержанных, в ИВС, в СИЗО или же в колонии. То есть в тех местах, где содержится объект разработки, то есть задержанный, арестованный или же заключенный. Попросту в камерах. Отсюда и само название, как вы понимаете, внутрикамерная разработка.
Как я уже сказал, ВКР проводится по инициативе оперативного сотрудника. Используют силовики для этого свой спецаппарат, то есть агентов, осведомителей, доверенных лиц и прочих. В общем, стукачей. Как же это происходит? Итак, если, например, ВКР необходимо провести в спецприемнике или в ИВС, а они, как правило, находятся в тех же зданиях, что и подразделения МВД и входят в их структуру, то опер просто берет своего стукача, дает ему задание на то, что необходимо выяснить от задержанного, как выяснить, а также дает ему некоторые личностные характеристики объекта разработки. Далее стукач просто подсаживается к задержанному полевым документам, протоколом задержания и начинает, что называется, работать. Проходим. Он пытается войти в доверие к объекту, пытается вывести его на нужный разговор и выяснить те обстоятельства, которые ему поручил выяснить его куратор. Для того, чтобы войти в доверие, он может придумать любую историю своего задержания, то есть создать так называемую легенду прикрытия. Это тебя ко мне подсадили? Меня? Все зависит от того, по какой статье задержан сам преследуемый человек. Таких стукачей называют камерниками. Если ВКР проводят в СИЗО или в колонии, то все начинается с того, что оперативник дает задание на специальном бланке своим коллегам, то есть оперативным сотрудникам СИЗО или колонии, которые используют уже своих стукачей из числа задержанных в СИЗО или из числа осужденных и заключенных в колонии. А там такие есть, поверьте мне. СИЗОшные или зоновские опера делают все то же самое, что и обычные оперативники, о которых я только что сказал. То есть дают задание своему стукачу, то есть камернику. Тот подсаживается в камеру к объекту преследования, то есть разработки. Далее втирается к нему в доверие, выводит на нужный разговор и получает нужную ему и его куратору информацию. Перед этим стукача информируют о личности объекта, его характере, слабых и сильных сторонах. А далее агент-камерник передает информацию своему куратору из числа оперативников СИЗО или колонии, а тот направляет данные уже инициатору в МВД или ФСБ. Отличие такой разработки в колонии от разработки в спецприемнике, ИВС или СИЗО в том, что в колонии у агента будет больше времени на подход к объекту, больше времени на то, чтобы войти к нему в доверие, стать другом и выполнить задание куратора. У него впереди месяцы, а может быть даже и годы. Он может стать мнимым другом для объекта разработки и долгое время передавать информацию о нем куратору, то есть стучать на него. А куратор все это время будет фиксировать и записывать полученную информацию, чтобы в какой-то момент ее реализовать. В колониях и в СИЗО такие стукачи приобретаются, то есть подбираются или оформляются из числа самих же арестованных или осужденных. Для выполнения задания или поручения им даже не нужно придумывать легенду прикрытия. Они и так сидят по реальным статьям, а не по подложным документам. Еще одна проблема ВКР для преследуемых лиц заключается в том, что весь процесс разработки может фиксироваться различными методами технического контроля. То есть то, что вы обсуждаете с сокамерниками, может быть записано, что называется, на пленку. Проблема, которую создает внутрикамерная разработка, заключается в том, что путинские силовики используют это мероприятие для ужесточения репрессий, для фабрикации новых уголовных дел в отношении политических заключенных и неугодных режиму лиц, срубая попутно при этом еще и палки для отчетов. Например, обычные настоящие преступники, которые находятся в местах лишения свободы за реальные, за настоящие преступления, а кое-кто, может быть, и не по одному разу. Так вот, они все прекрасно все это знают. Они знают о стукачах, а некоторые и сами частенько постукивают и подрабатывают камерниками. Они осведомлены о методах внутрикамерной разработки, и многие из них за версту видят подсадного агента-камерника. Другое дело, когда речь идет о задержанных и лишенных свободы по политическим мотивам. Это, как правило, законопослушные люди, которые никогда ранее с этим не сталкивались и впервые оказались в камере. Они часто доверчивые и открытые люди, которые никогда ранее не находились в заключении и вообще не имеющие понятия о таких методах работы со стороны российских силовых органов.
Именно этим и пользуются силовики, когда инициируют такую разработку, и часто это можно назвать обычной провокацией с их стороны. Я полагаю, что агенту заранее дается задание вывести определенного политзаключенного, то есть объекта разработки, на нужную тему разговора, на тему, которую дал в задании куратор. Ведь какую дополнительную информацию можно получить по уголовному делу о так называемых фейках? Это же не труп спрятанный искать. В общем, стукач получает задание сделать так, чтобы заключенный сказал при нем, и может быть даже при других сокамерниках, определенные слова, которые можно будет квалифицировать как так называемое преступление. Все тоже оправдание терроризма, например. И наверняка это делается часто в присутствии других сокамерников, чтобы свидетелей было побольше. Затем все это докладывается куратору из СИЗО или из колонии, который отчитывается, ставит себе галочку и передает данные инициатору в МВД или ФСБ. А тот срубает очередную палку на невиновном человеке, шьет новое политическое уголовное дело. Разумеется, сам стукач используется в дальнейшем как свидетель. Иногда, возможно, как секретный свидетель. Таких стукачей, свидетелей действительно могут и шифровать, чтобы не раскрывать их, и они дают показания в суде. В итоге преследуемый получает новый незаконный срок. Могут ли силовики с помощью стукачей фальсифицировать доказательства и фабриковать дела? Конечно, могут. Стукачи по указанию куратора вполне могут дать заведомо ложные показания, рассказать о том, чего вы на самом деле не совершали и не говорили. Именно об этом, кстати, и сообщает Алексей Горинов. К слову, о фабрикациях с использованием спецаппарата. Когда, например, в отношении меня бывшие коллеги и ФСБшники вели разработку, мне стало известно, что именно к такому действию они и планировали привлечь некоторых из своих стукачей, и еще некоторых других лиц. Одна из бывших коллег в итоге дала еще и заведомо ложные показания против меня по уголовному делу, сообщив при допросе то, чего я ей никогда не говорил. Привет, кстати, Ирочка. Так что, да, камерную агентуру силовики вполне себе могут использовать как способ фальсификации доказательств и фабрикации уголовных дел. Далее я дам несколько советов и расскажу, как не стать жертвой такой разработки, если вас преследуют по политическим мотивам и, не дай бог, собираются заключить под стражу. Итак, как вам стало понятно из всего вышесказанного, самое главное правило безопасности в данной ситуации – это никому не доверять в местах заключения, если вас туда, не дай бог, отправили. Поскольку именно вход в доверие и является той целью, которую преследуют стукачи-камерники по заданию своих кураторов-силовиков. Не разговаривайте ни с кем на темы, которые могут спровоцировать слова, за которые могут зацепиться силовики и которые в итоге лягут в основу уголовного дела против вас. Возможно ли распознать агента-камерника? Возможно, но сделать это человеку, впервые попавшему за решетку и который никогда не сталкивался с криминалом, будет сложно. Здесь, наверное, больше следует доверять интуиции. Обращать внимание на вопросы, которые задает вам сокамерник, на то, с какой навязчивостью он это делает. Всегда следите за тем, что вы говорите в присутствии других сокамерников. Не забывайте также и о том, что все разговоры в камерах могут фиксироваться с помощью технических средств. Об этом я расскажу в одном из своих следующих видео. У меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. И, конечно же, ждите новых видео. И, как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.